Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой приветствует вас. Друзья, всем привет! Сегодня с вами запекаем куриные окорочка с картофелем в духовке. На мой взгляд, это вкусный и самый простой ужин, который очень просто приготовить после рабочего дня. Достаточно куриное мясо замариновать накануне, а вечером прийти и приготовить. Друзья, для запекания я взяла вот два таких окорочка, они весом 600-700 грамм. И теперь прежде всего нам нужно их замариновать. И вот то, что нам понадобится для маринада. 1 чайная ложка горчицы, 1 чайная ложка сладкой паприки, пол чайной ложки перца, чайная ложка соли и 4-5 зубков чеснока. В миску я вливаю 50 мл растительного масла и добавляю все, кроме чеснока. Выдавливаю чеснок через пресс, перемешиваю все составляющие маринада и натираю окорочка вот этой замечательной ароматной смесью. Всю эту красоту я накрываю пленкой. И ставлю на 2-3 часа в холодильник. На застеленный пекарской бумагой противень я выкладываю посередине куриные окорочка. По краям я расположу картофель. Друзья, вот посмотрите, на тарелочке, где мариновались окорочка, у меня осталась часть маринада. Его я буду использовать для того, чтобы обмазать картофель сверху вот этим ароматным растительным маслом. И теперь я это все перемещаю в емкость, куда буду складывать картофель. В миску с оставшимся маринадом я порезала 9 картофелин, каждую из которой поделила на 4 части. И теперь все это посыпаю чайной ложкой соли. Немножко надо сбрызнуть растительным маслом. Ну, буквально пару столовых ложек. Кроме этого добавляю пол чайной ложки сладкой паприки. Если вы паприку не любите, можете добавить те приправы, которые вам больше нравятся. Размешиваю все. Друзья, картофель перемешан, и теперь я его помещаю на противень к окорочкам. Теперь, друзья, обратите внимание, чтобы на окорочках не было чеснока, который мы добавляли в маринад, потому что он просто-напросто будет гореть. Друзья, для того, чтобы окорочка прожарились, а они у нас крупные, как вы помните, 670 грамм примерно они завесили. И для того, чтобы приготовился картофель, противень я полностью укутаю фольгой.
теперь я противень ставлю в духовку на режим конвекции вверх-вниз. Температура 180 градусов на час. Прошел час, и теперь я проверю окорочка и картофель на готовность. Пробуем ножом картофель, абсолютно готов. Вот пробую самые большие куски, они абсолютно готовы. И по тому, как отделилось у нас сухожилие от косточки, тоже видно, что курица абсолютно готова. После того, как мы убедились, что курица готова, теперь ее нужно поставить опять назад в духовку на минут 10, для того, чтобы корочка стала золотистой. Друзья, вот такая красота получилась. Теперь я выложу эту красоту на тарелочку и покажу, как это все смотрится в презентабельном виде. Вот как-то так. Ну что хочу сказать, друзья, вряд ли от такого вкусного обеда или ужина кто-то откажется. А теперь посмотрим, как курочка запеклась. Разрезаю ножку. И вот результат. Мясо отделяется от кости. Курочка полностью готова. Сейчас попробую на вкус. И очень-очень вкусная. Отрежу еще вот тут кусочек. Все сочное, видите? Мясо не пересушено. Друзья, такой обед или ужин, он прекрасно подходит тому, кто занят. Накануне можно замариновать мясо, а прийти с работы и поставить в духовку на час без особых хлопот, открыть духовку через час и получить вот такое прекрасное блюдо. Картошка тоже, вот показываю, тоже полностью, видите, готова. Поэтому наслаждайтесь вкусной едой, балуйте себя, приятного всем аппетита, до новых вкусных встреч, всем пока-пока. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал, всем вам желаю здоровья и успехов.